Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, за ваши подписки. Огромная благодарность вам за ваши комментарии. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Собственно, расклад без вопроса. Что нужно знать тебе прямо сейчас? Что тебе хотят передать прямо сейчас высшие силы? Давайте для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад. Ух ты. Так интересно сочетание. Жадина эта карта читается и подарочек. Дальше вампиры пошли. Ну, сейчас будем читать. Мне прям интересно. Первая реакция. Я такой подарочек. Ну, подарочек, который знает себе уже цену, который не будет раздавать свою энергию направо-налево. Да, безвозмездно, за даром. Я такой подарочек, который прикрыл, может быть, пункт энергетической энергопомощи, да, перерезал эти канаты. Какие-то тут выскакивает карта ограничения, клетка. Может, вышли из каких-то ограничений, да. Не хотите никаким вампирам вот отдавать свою энергию. Так, давайте будем уточнять. Жадина-говядина. Это вы? Это кто-то другой? Ну вот смотрите, как они показывают. Раньше, может быть, в полной мере по карте урожай. В отношении вас кто-то проявлялся так же. Ну, давайте так. Долг платежом красен, да? Как говорят, если вы столкнулись с тем, что вы кому-то с распростертыми объятиями, и все для этого человека готовы были сделать, отдать, на помощь прискакать в любой момент, то вполне возможно вы столкнулись с тем, что в вашу сторону человек особо не старался, может быть, даже как-то, знаете, поверхностно, или когда вам нужно было, то человек пропадал с радаров. То сейчас вы как будто включили свою женскую хитрость и можете даже не в открытую, может быть, дабы не провоцировать, дабы не накалять отношения, даже, может быть, точки над «и» не хотите расставлять. А тут какая-то по карте змея, это мне все-таки мудрость женская идет. И вот это вот ваше такое как будто бы ощущение, вы говорите: да нет, я буду такой хитренькой, умненькой и очень хорошо буду отсеивать, да, тех людей для себя выделять, которые ко мне относятся так же, как я к ним, и те, которые просто мною пользуются. Вот те люди, которые пытаются мною пользоваться, тем будет отворот-поворот. Так, вампир. Это вы? Это кто-то в вашем окружении? Опять ситуация очень похожа. Вы говорите, тут мне прям смешно, девочки. Карта с глаз, это вокруг вас есть какой-то вампир, который за вами наблюдает. И он вас сейчас видит, вот такой хитрая лисичка, которая, может быть, вот эту обратку включила, да? Отзеркаливание какое-то. Вот прям мне тут прям смешно, девочки, от того, что то ли вы наконец-то как открыли глаза, может быть, как вот эти розовые очечки были на глазах, да, может быть, как шоры, как у лошадок, да, вот по бокам, и вот туннельное наше зрение, когда мы видим, допустим, человека, давайте про мужчину скажем, да, влюблены, не замечаем каких-то вещей, какую-то дичь, которую он творит в отношении нас, какие-то его проявления. Может, вам там и подруги, и знакомые, и друзья об этом говорят, но мы этого, допустим, в упор не замечаем и не хотим замечать. Потом в один момент все как будто бы вот спадает пелена с глаз и думаем: бог ты мой, мне же говорили, чё ж я этого не замечала. Вот тут как будто бы девочка прозрела, начала замечать. Не обязательно это в отношении мужчины, вампир. Вампиры могут быть в вашем окружении, там, не знаю, даже так называемые друзья, коллеги, там уж, не знаю, соседка по лестничной этой площадке, кто хочешь, потребители, которые привыкли получать и мало чего давать взамен. Так вот, у меня тут какая-то такая ситуация смешная даже для меня, но мне радует это то, что вы в один момент, может, не в один момент, поменяли вы
модель общения с этими людьми. Они офигевают, честно говоря, эти люди. Даже если в открытую особо не показывают, но они, честно говоря, в таком каком-то недоумении, ошарашены. И они сейчас вас воспринимают какой-то такой хитрой лисичкой, а вы всего лишь их отзеркаливаете, а вы всего лишь не даете им вот это вот, ну, ресурсы какие-то, которые они раньше от вас получали легко. А тут как-то вы так, причем вы это делаете все-таки, мне кажется, не грубо, не агрессивно, а как-то так интересно, может быть, и их способами, даже их методами пользуетесь. Поэтому они в замешательстве, офигевают. Так, и мне показано, девочки, сейчас я таки переход на новый уровень. У вас трансформация, перерождение. Может быть, наконец-то научились эти свои такие хрупкие эти рамочки, границы отстаивать. Выстроили, может быть. Наконец-то этим людям показали. Ну, кто-то зубки показал из девочек, кто-то элементарно как-то даже на провокацию этих людей не повелся. Такая девочка мне вышла. Так, тут лисичка. Это вы? Нет, это не вы тут, хитрая лисичка. А кто это? Домашние ваши? В чем это? Угу. Характеристика на вас, девочки. Сама по себе женщина сильная, но в данный момент, может быть, материально не можете позволить себе тот уровень, который, ну, хотели бы позволить, да. Может быть, сейчас именно нет привычного того, вот, допустим, вы привыкли к определенному там заработку и могли, допустим, там какую-то сумму энную откладывать. Вот сейчас почему-то какой-то такой период мне показано. Ну, хотелось бы лучше материалки. Это не плачевно, нет, но тут оно взаимосвязь есть. Знаете, хитрая лисичка, уж не обижайтесь, но мне так выходит. Кто-то из ваших домашних может хитрить, юлить. Вышел у меня ребенок. У кого-то может быть ребенок. Но расклады не личные, поэтому сами. Близкие домочадцы. Если даже это не ребенок, это может близкий кто-то, родственник. Это может даже мама, там сестра, там муж даже может впадать в позицию ребенка, да, и из позиции ребенка вот хитрить, там, уж не знаю, пытаться манипулировать, пытаться давить там, то ли на жалость. Я уж не знаю, в чем он заинтересован тут, в чем этот человек. Но тут почему-то материалка, взаимосвязь какая-то. Тут карта скука. Может рассказывать вот даже этот ребенок, что он... Тут как-то так интересно, как будто бы может в общем, если это все свести вместе, тут может даже манипулировать тем, что вас мало видит дома, мало общается с вами. Если вы много времени проводите на работе, то как будто бы вы мало этому человеку уделяете внимания. Вот на этот акцент какой-то может делать. Говорит, что он по вам скучает, а вы не даете ему этой так называемой любви, заботы, нежности. Это разбивает сердце вам, ему. И это как будто бы уже длительное время происходит. Почему-то, не знаю, девочки, почему-то мне отчасти, почему хитрая лисичка, потому что это какая-то манипуляция. Я не говорю, что этот человек вообще к вам не испытывает этого всего. Наверное, и любит, и скучает, но это какая-то все равно, вот, но она преувеличена, это какая-то эмоция. И отчасти, может даже человек говорит, что он чувствует себя униженным, но можете и вы себя чувствовать униженной. Почему? Потому что цель этого, уж не знаю, материалка какая-то, не знаю, то ли вы пытаетесь компенсировать материально, вот забота, да, любовь, может быть, больше ребенку отдать в моменте, да, если он там, ну, как, знаете, как некоторые из мам, многие этим решат, да, вот пытаются компенсировать недостаток вот в любви, внимания, своего времени, проведенного рядом с ребенком, там покупают дорогие, там, ну, начиная от игрушек и дальше понеслось, да, по мере взросления.
компенсация какая-то. А тут может быть тоже с кем-то с близких, из близких, с родных то же самое. Может быть, там, если это там тетя, уже не знаю, мама даже, особенно в возрасте, то же самое может быть, как какая-то идти, я даже не могу сказать, ну да, какая-то да, это манипуляция даже. И вы, дабы вот снять это чувство вины, можете там, не знаю, прийти, там, приехать и материально как-то больше там вложиться. Девочки, тут какой-то такой подтекст, не знаю. При этом карта воительница. На самом деле вы не глупая, мне кажется, вы вполне возможно это все сами понимаете, анализируете, но вам так проще. Вот как-то проще. Вот, может закрыть вот в материальном плане, вот перекрыть это все. Вот так. Просто такой подтекст. Кто-то пытается вами манипулировать. Вы должны это осознавать, знать, понимать и понимать, почему на вас оказывают вот это такое давление. У кого есть рычаги управления вами. Тут кто-то очень близкий. Так, смотрим. Расклад без вопроса. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Что вам нужно знать прямо сейчас? Ух ты, ё-моё, что ж мне так карты летят-то? Что вам нужно знать прямо сейчас? Что вам нужно знать прямо сейчас? Начинаем. На прямых. Так, о чем это? Вас хотела спросить, карта тут женщины, которая держит это сердечко. Эта карта читается, ну, любовь, женщина, которая хочет любить, умеет любить. Я спрашиваю, это вообще о вас? И тут ваша карта вопрошающий выходит. Да, это вы, это женщина. Так, что жадность? Это вы, жадная? Так, хорошо. Извините, я должна доложить. Угу. Тут у кого-то прям отыгрывается ситуация. Смотрите, женщина, вы, девушка прекрасная, да?
для которой очень важно любить. У кого-то из вас внутри эта любовь к какому-то мужчине, она до сих пор сохраняется. Хоть вы многое тут уже осознали, переоценили, проработали, где-то свою даже, ну, скажем так, может быть, в моменте, общаясь с этим мужчиной, изначально там, может быть, была эйфория у вас, там, влюбленность, да, вот эти вот розовые очечки, сразу вы там порхали на крылышках, и вроде все было замечательно. Потом, может быть, в один момент, если ну, ощутили, что мужчина там обесценил любовь, там, может быть, предательство было, в принципе, может быть, давали шансы тогда, когда не нужно давать. Но этот мужчина их профукал, да, может быть, вдвоем вы как-то приложили усилия, эти шансы не были взяты на построение нормальных, здоровых взаимоотношений. Вот, так вот, в чем тут дело. После того, когда, может быть, была там у вас чуть ли не апатия, депрессия, разошлись, но после этого мне показано, женщина где-то собрала себя по кусочкам. Может быть, даже эта самооценочка выше стала. Может быть, даже как от обратного вы говорите. Да нифига. Врешь, не возьмешь, да? Врагу не сдается наш гордый варяг. Ничего подобного, да, меня не сломать. Как будто бы тут женщина еще сильнее стала. Так вот, вот сейчас вы поменяли свою какую-то модель поведения, то, о чем я говорила в сигнификации. Вот эта карта жадины опять вышла, она на вас выходит. И благодаря тому, что где-то вы эти ресурсы не раздаете, не занимаетесь вот этим, знаете, как вам правильно сказать, желанием заслужить любовь, желанием где-то стать для этого мужчины единственной, неповторимой. Вот как будто бы вы тут больше сфокусированы на себе, и ваша значимость для этого мужчины растет. Это все считывается, девочки. И тут вот историю какую показывают, это же что нужно знать вам прямо сейчас, что на самом деле вы правильно все делаете. Вот именно так вы можете действительно, если вам нужно, дождаться шансов дождаться, будут вам предоставлены с каким-то мужчиной. Карта князь. Смотрите, как интересно пара получается. Тут принцесса, чуть ли не княгиня принцесса, да, с одной колодой. Тут карта князь. Мужчина очень интересный и лакомый кусочек для очень многих. И вполне возможно, тут как будто бы шансы будут даны. И карта парусник, и перспективы неплохие. На улучшение, по крайней мере, на улучшение взаимоотношений с этим мужчиной. И тут уже мужчина, как будто бы он будет, ну не знаю, то ли спровоцирован даже вашим поведением, но как будто бы у него другого выхода не будет даже. По-другому как-то себя вести, он тут, видите, берет ответственность за эти взаимоотношения, где-то за вас даже, перекладывает, видите, тут эту женщину как-то на плечо берет и несет ее. Слуга воды. Эмоции, чувства, не просто сексуальное влечение, а вот такое будет вот как будто желание этого мужчины. Но дальше, вот о чем карты предупреждают, что нужно знать прямо сейчас. Но это все настолько шатко, девочки, опять-таки от вас очень многое зависит. То ли мужчина действительно, если вы дальше будете вот вести себя, я не говорю, что вы должны тут быть какой-то холодной статуей, да, которая вообще никаких эмоций, ни любви, ни внимания там, да, не дарит, да, вот любите меня, кружите. Нет, но тут история о том, что вы не должны себя вести так, как в прошлом. Там жертвить, соглашаться на какие-то роли, вторые, третьи. Вообще терпеть то, что вам не нравится, в то, в чем вы не хотите участвовать. Ну, тут как будто бы вот тут такое вот. И тут вам говорят, что будет дана, ну, возможность, шанс это, да, опять-таки. Но как вы его используете? Тут у кого-то очень велика вероятность того, что отношения вновь вспыхнут, карта Эрос, будет вот это сексуальное влечение. Оно и есть, притяжение это есть. Но эта карта на самом деле страшная, да, видите, тут плод, как будто бы дойдет ли все до серьезных, до стабильных отношений, не факт, карта якорь.
Все будет зависеть, ну, в том числе и от вас, как вы будете себя вести. Ну, шансы будут. Подпишись на канал и поставь лайк. И опять-таки, девочки, тут такой подтекст, знаете, многим, которые хотят этих серьезных стабильных отношений, именно с этим мужчиной, тоже стоит задуматься, потому что тут можно попасть в вот эту клетку, в золотую клетку. То есть вам говорят, хорошо присмотритесь к этому мужчине и для себя поймите, а что вам нужно от него, с ним, какие бы хотели вы форматы проигрывать. Совсем не факт, что находясь с ним в этих серьезных стабильных отношениях, вы будете, ну, знаете, такой же счастливой какой-то. Тут вполне возможно, если вы будете с ним в серьезных отношениях, у него и, знаете, какие-то запросы будут к вам другие, и, ну, уже совсем все по-другому будет. Ну, как будто бы нужно это все взвесить, осознать. Так, в том числе, вот тут постоянно говорят такой подтекст, вам нужно обучаться себя защищать с этим мужчиной рядом. Карта Солнца, эгоизм. Где-то, может быть, даже включать свой эгоизм, для того, чтобы, ну, не поддаваться на какие-то его провокации. Он привык вот так вот себя вести, он привык, что, может быть, вы соглашаетесь с чем-то. Опять-таки, тут как будто бы защищаясь, и при этом нужно уметь сохранять какую-то грань такую, знаете, и ангел, и демон. Быть для него, с одной стороны, и притягательной, и белой пушистой, но с другой стороны, если он там какую-то грань переходит, да, где-то ваши рамочки, границы он пытается нарушить, вы должны тут как демон быть, как коршун какой-то. И опять такой подтекст, девочки, высшее я. Это опять здоровый эгоизм к себе, это опять вот себя нужно тут, получается, всегда, вот как будто бы хотите, не хотите, а вы сами себя должны выпинывать на этот пьедестал. Ну, так как-то тут так говорят. И карта якорь, тогда вот даже какая-то стабильность, все равно якорь, вот возможно только так. Как будто бы ваша трансформация, она началась, но она не доведена до конца. Тут вы как будто бы в процессе, и вот как тут это хрупко очень. И взаимодействие с этим мужчиной может вас, ой, ну, не знаю, как будто бы вернуть в прошлое. Вы можете на те же самые грабли наступить. Но кто-то сможет тут отстоять себя и желаемое заполучить. Но опять-таки говорят, подумай, а хочешь ли ты этого? Хочешь ли ты вот быть в этой золотой клетке? Видите, красивая девушка, она сидит в этом плену. Опять-таки, если мужчина, ну, знаете, такой ресурсный, очень часто могут проигрываться варианты, когда мужчина женат на работе с утра до вечера, да. Одно дело, когда вы формат любовницы, там эротическая связь, ну, встретились, разошлись, все ярко, красиво, незабываемо. А другое дело, когда это супруга, и она целыми там днями, не знаю, сидит, ждет его с работы. Тут уже пора подумать, может, устроит вас это, не устроит, может, свою жизнь занять чем-то. Ну ладно, это уже совсем другой расклад. Так, письмо, наказание, судьба. Тут как будто бы вам, кому-то из вас будет дан еще один шанс. И опять-таки, письмо, может быть, сообщение какое-то, ну, даже встреча, может быть, с этим мужчиной. И опять-таки вам говорят, вот ты должна хорошо для себя осознать, наказание. Этот мужчина для тебя кем является? Прям твоей любовью, твоим каким-то желанием, может быть, знаете, желанием как сатисфакцию получить, да, и штальт закрыть. Вот подумайте, на самом деле нужно вам это или нет, потому что карта судьба. Если, ну, вы себя с ним свяжете, то это уже ваша судьба полностью изменится, поменяется, все будет не так, как до того. Так, карта гармония. Ну, в принципе, тут, в принципе, хорошие, кстати, если сказать, перспективы, да. Карта гармонии, тут карта единения, карта сплетения. Тут, не знаю, да. Это метафорические карты. Какие-то морские такие, уж не знаю, создания.
мужская, женская фигура. Как будто, ну, опять-таки Пастернака стихи, да, сплетение рук, сплетение ног, души сплетение. Так, у меня карта выскочила. Ценность, Скоробей. В чем это? Что нужно знать? Вот опять такой у меня какой-то идет подтекст в этом всем, девочки. Почему-то вам как подсказывают, ты уже столько испытала боли, карта, видите, тут карта болезненная, где-то научилась держать этот баланс, карта гармония, вы пришли в эту гармонию, где-то, может, научились реагировать не так болезненно, как раньше. Это ваш эмоциональный этот интеллект, девочки. Тут, в принципе, говорят, что вы на правильном пути находитесь. Где-то вы даже осознали, насколько, там, допустим, встреча с этим мужчиной изменила вас. Где-то это вы свою ценность осознали. Карта крест. Тут, знаете, за прошлое, за какие-то, может быть, нюансы, если вы раньше там оплакивали что-то, думали, что ну, уже я на это никак не повлияю, да, это уже кардинально все изменило мою жизнь, что-то упущено, то сейчас вот такое какое-то у вас, как будто бы будет идти переосмысление всей этой ситуации. Может быть, научитесь более как-то отстраненно, холодно даже на это все смотреть. То есть уже не настолько это для вас будет болезненно в будущем, вот вам говорят. Карта княгиня, ну, тут женщина, которая, повторюсь, себе знает цену, себя уже в обиду не даст. И как будто бы, в принципе, вы априори к себе уже будете, может, даже требовать какого-то совершенно другого отношения, другая какая-то планочка у вас. Даже, может быть, к мужчинам подход, критерии к мужчинам. Совсем по-другому вы будете на них смотреть, на мужчин. Ну и в этом какая-то ваша женская вот как хитрость. Ну, слава богу, девочки. Я так понимаю, вы уже урок усвоили, наверное, не будете к себе близко подпускать там тех вампиров, которые выходили у меня в сигнификации, да, на вас, которые вампиры рядом с вами. Ну, наверное, женская мудрость. Ну да, говорят, что у вас выбор есть. По карте развилка вы можете или продолжать, ну, как скажем так, извините, нехорошо скажу, как баран в те же самые ворота биться, да, наступать на те же грабли, бегущие по граблям, а можете изменить свою судьбу. Вот, карта судьба и карта развилка. У вас есть выбор, и вы уже это осознаете, вы понимаете. Может быть, даже уже идет вот осознанный выбор, и вы осознанно будете идти уже по другой дороге. Ну и, соответственно, другое настроение, другое принятое решение, и судьба ваша меняется. Как-то так, интересно. Трансформация тут показана женщины. При этом женщина тут говорит: нифига, больше вы меня не обидите, больше я не позволю себе обесценить ни любовь свою, ни себя. Мне нравится. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!